Это будет первый, всем здравствуйте, это будет первый ролик о шкафе моем с комиксами, но он выходит вторым из-за брака по звуку. И только Петя, мой друг и товарищ, смог спасти этот ролик. Огромное ему спасибо, это просто магия какая-то, волшебство, что он спас его. И тем самым мне не пришлось его переснимать, и вы можете посмотреть, вот как он был сделан, так и произошел. Наслаждайтесь. Люди задают вопросы, что же лежит в шкафе, в шкафу, который у меня за спиной обычно в роликах. И раз уж сейчас Новый год и все вот эти праздники, сделаю вам небольшой, как и большой, наверное, обзор. Все, что есть по комиксам, все, что есть не по комиксам, будет на другом канале. Там, кстати, выходили ролики, если вы по мне вдруг скучали, подписывайтесь там. В первую очередь начнем. Шаолинский ковбой, первый номер, это второй том, Джефф Дарроу. У меня есть еще фигурка шаолинского ковбоя. И я прям, фанат. Мы прям перевели все комиксы, которые вышли про шаолинского ковбоя в интернете, можете на них посмотреть. Так, наверное, снизу подойдешь, посмотришь. Снизу мы покажем Крейг Заллер, мерзкие дела на Нортган-стрит, духи рваной земли. Это очень крутой писатель и режиссер. У него такой, получается, скупой немножко сценарный язык, не самый литературный, может быть, но зато это прям такой крепкий, мужской, крутой автор. Всем советую, особенно можете посмотреть его фильмы «Костяной томагавк», «Драка в блоке 99», «Закатать в асфальт», живая классика. «Земля» Михаила Елизарова. Я, по-моему, все книжки Михаила Елизарова, которые у меня были, я их уже подписал. Что касается «Земли», это роман, которому не хватает концовки, в первую очередь. А во вторую уже очень много таких диалогов, даже не диалогов, а монологов о философии, где пересказываются разные философские идеи. Берсерк, первый Кентаро Миура. Вот, кстати, старые издания, у меня есть все старые издания, все 5 томов, а дальше я пока новые не покупал, потому что вообще с манго есть такая, сейчас, конечно, бум идет на мангу, но есть такая беда, что куда ее ставить. Того же Берсерка, там томов 50, это нужно будет прям отдельный шкаф покупать. Ну и мне кажется, что когда люди поймут о том, что куда все ставить, потому что даже там 10 томов того же One Punch Man, или там 11, сколько сейчас вышло, они занимают очень много места, а ты не то чтобы часто их перечитываешь, потому что, все-таки достаточно простенькие. Есть еще всякие разные книжки, они стоят за дисками сзади, потому что их просто, ставить некуда. Но тут уж не буду доставать, показывать. Есть у меня биография Алана Мура. Сергей Карпов, который режиссер и мой хороший друг и товарищ, мне прислал. И все. На этом, наверное, из важного пока все. Пицца-паук. То есть у него был еще слайс пиццы, он лежит в другой квартире. Наверное, стоит сказать, что это даже близко не все. Это, наверное, даже не треть. Это в основном все то, что я собирал и вот за последние пару лет, как переехали на эту квартиру, и на старой квартире всего еще больше, и там именно такие старые старенькие издания. Так, поедем дальше. Мир фантастики. 4 номер, он спецвыпуск, посвященный именно комиксам. Примечательно тем, что здесь есть 2 мои статьи на черную дыру и про Цереба. Ну и в принципе, можно сделать какой-нибудь, конечно, обзор, но мне кажется, это не очень интересный получится обзор про эту книжку. Прям, если вот нужен и интересно, напишите.
потому что я ее не перечитывал и, по-моему, даже целиком не читал, потому что это просто сборник лучших как бы комиксов, которые нужны, именно фантастических комиксов. Такое дело, что я в основном со всеми с ними знаком, поэтому мне не очень интересно было в них погружаться. Marvel, это к 80-летию был набор стикеров. Стикеры у меня есть повторные, они вон там отдельно лежат. Тот комикс, который тут есть, прям совсем шляпа. И, ну, вот обложечки там, в принципе, внутри прикольные. Есть текстовый обзор у меня в группе на этот замечательный журнал. Мумитроль самый первый стоил, вот это самое начало. И здесь как бы энциклопедия по всей серии и обо всех Мумитролях. Специально оставил, чтобы почитать. Первый, вот, как обычно, у Хачета стоил там рублей 100. И можно было вот собрать такой домик. Но мы тормознули. Hellboy, 25 лет обложек. Вот еще одна книжка, которая очень крутая, но сделать на нее видеоролик навряд ли прям хорошо получится. Есть хороший текстовый обзор у меня на Гикстере про нее. Hellboy, еще будет дальше, да, мы еще к нему вернемся. Но именно вот что касается именно этой книжки про 25 лет обложек, она, во-первых, побольше и можно получше рассмотреть обложки, которые выходят. А во-вторых, ты прям видишь, как изменился Миньола в своем повествовании. То есть, если в первом у нас были какие-то непонятные фашисты, русские маги и инопланетяне, то в последних это уже такой постоянно вот этот вот темный фольклор, который, наверное, и любит Миньолу больше всего. Третий том Black Shadow, у меня есть тоже предыдущие два, и третий самый слабый, как по истории. Здесь одна история, в предыдущих двух по две, получается, истории. У меня тут есть чуть-чуть порвался этот. Но здесь прям большой доп про то, как работали над комиксом, как выстраивается, над анимацией, все вот эти вещи, которые нам важны, мы любим. В общем, было прям здорово прочитать и поучаствовать, посмотреть. Вот он лежит кверх ногами. Заплаточники. Яшуков, он с подписью. Прекрасный. Большое спасибо Ивану. Я хотел сделать ролик про этот комикс, потому что он, в принципе, достойный, хороший и очень большой вот по формату. Нужно, да, отметить, что на этой полке стоят комиксы, которые по формату больше никуда не заходят. И тут условно комикс делится на две части. Не знаю, хотел делать отдельный ролик про него, но там с Иваном мы договорились, что он, может быть, даст какие-нибудь на свой следующий проект, чтобы его можно было тоже прорекламировать. Но там он занялся какими-то другими вещами, и поэтому пока отложилось. Но ролик тоже будет. Суть в чем? Заплаточники — это что-то типа таких российских Людей Икс в глубинке. У него очень классный визуальный ряд. Я прям в восторге. Если когда-нибудь... Я бы очень хотел, чтобы он занялся... чтобы он нарисовал, как восстанавливается Росомаха или ну что-то такое, потому что прям вот такой у него подробные переходы. Но проблема, я уже говорил, с нашими российскими авторами, то есть куда вот такую здоровую книжку, ее никуда особо не поставишь. И не очень понятно, то есть куда идти с ней дальше. То есть оно будет куда-то развиваться, не будет развиваться. Одну книжку можно купить как вот рекламу, как что-то от автора именно. Но тут вот, то есть формат не очень такой, не очень компактный. В общем, сложно пока найти, мне кажется, читатель в первую очередь. Но более чем достойно внимания. Люди Икс, Великий замысел, Эд Пискар первый, очень хочется второй, третий. Есть обзор на канале, покупал на дне бесплатных комиксов. Зайдите, посмотрите. Ну, про Босха доставать не буду, там про Босха. Кто не знает, это такой голландский художник. Росомаха Джейсон Аарон. Давайте сначала я фигурки, наверное, уберу. Тимми из Баффа Питта. Желтый Росомаха из серии Красного Халка. Он в какой-то момент он был прям очень дорогой и
В смысле, не открытый, если бы он был. Но, в общем, коллекционный, классный. Хотя сейчас их вроде бы тоже как бы сложно найти. Но сейчас есть замены поинтереснее, получше. В том числе в такого цвета. Еще один Росомаха. У меня вообще Росомаха, как у дурака фантиков, конечно. Еще один Росомаха — это из серии Джиггернаута. Ну и Wild Child из этой эры апокалипсиса. Из серии, собственно, Сладкоежки. Пойдемте дальше по комиксам. Удивительный Человек-паук Микелани, Тодд Макфарлейн. Нужно делать прям отдельный ролик именно про эту книжку, я думаю. Я еще ее не дочитал, потому что она читается довольно трудно, если прям вот садиться и прям читать. Не в смысле, что это прям какая-то литература и прям какое-то мощное чтение. Там есть... Начнем, наверное, с того, что Микелани, главная его как бы задача, не то что задача, главная его заслуга как автора, он перевел из 80-х Человека-паука в 90-е. В 80-е была вот эта наивность, а в 90-х уже вот эта вот жесть и такая типа современность, реалистичность. И вот из наивного Человека-паука Микелани перевел его в такого более жестокого. И вот в этой книжке переход прям чувствуется от первых там, к последним. Вот тут он еще придерживается этой истории на один номер со злодеем в каждом номере, каждый как бы есть злодей номера, каждый номер новый злодей. Но и при этом он выстраивает такие длинные нарративные истории, которые перетекают друг в друга. Веном здесь впервые появляется и очень классно Мэри Джейн передана. Вообще, работа с тем, что происходит вокруг Человека-паука и Питера Паркера, у Микелани показана очень здорово и проделана очень классно. Ну, то есть, прям вот достойно отдельного ролика. Когда-нибудь, когда я дочитаю. Так, гороскопы жены. Не читал, ничего не могу сказать. Из ада. Алан Мур, Эдди Кэмпбелл. У меня издание вот с такой вот царапинкой, зато за 500 рублей. Такая здоровская книжка. Считается, уже объявили о том, что будет переиздание. Считается тоже библиотечной редкостью. И на этом как бы все. Нужно, то есть, оставлять на отдельный ролик. По Алану Муру не хочется делать отдельный ролик именно по Алану Муру, потому что получится так, что я просто пересказываю то, что есть в его книжке по биографии, и то это будет то, что я помню. О чем-то личном я пока придерживаю на какие-то другие ролики. По Из ада, это вот прям, я еще ее даже не прочитал, чтобы прям вот делать какой-то мощный ролик. И пока нет такой прям большой нужды. Так, едем дальше. Могучие рейнджеры. Был ролик прям совсем недавно. Зайдите, посмотрите. Год первый. Все с ней хорошо. Аберкромби. Немного ненависти. Мой товарищ Константин дал мне ее почитать, когда я дочитал «Землю» и хотел почитать что-нибудь еще, какую-нибудь литературу. Я так и не засел, на самом деле, за нее, потому что я не очень люблю героическое фэнтези. А Аберкромби такой писатель. Я прочитал его первый закон. Законы железа, как самая первая книжка называлась, там, с этим четырехпалым, всем вот этим вещам. Очень предсказуемые, повороты сюжета, которые как бы преподносят как что-то неожиданное. Но хорошая работа с персонажами, персонажи живые. Сами истории достаточно с большой фантазией. Но я читал очень давно, когда, по-моему, еще не было у нас вообще на русском... что-то, по-моему, было на русском издано. В общем, я читал фанатский перевод первой книжки, там был мат, потому что Аберкромби, он известен тем, что он вот героических фэнтези, там, Конан, то есть все время, вот, например, он ругает словом «кром», это там имя бога, и он вот завуалирует наше русское «блин» или что-то такое этим словом. А у Аберкромби они ругаются так же, как и все нормальные люди, на английском языке. В переводе этого нет, к сожалению. То есть мат у нас в стране запрещен в художественной литературе и везде, поэтому это грустно, не сказать другое слово, которое может быть тоже запрещен. Немного ненависти, немного не читал. Наверное, сейчас мы
Давайте, ладно, дальше пойдем. Амулет, хранитель камня, по-моему, его прислали, ну, то есть его точно прислали от издательства Миф на рецензию. Это хорошая такая подростковая, даже, может быть, детская фэнтезийная история, фантастическая, про девочку и мальчика и волшебный мир, и как они там маму спасают. По ощущениям, это очень похоже на мангу, потому что очень нужно продолжение. Книжка получается не совсем самостоятельная, прям такой коротенький тизер. Не знаю, выходит там дальше или нет, потому что дальше почему-то Миф нам не присылают, к сожалению. Мы дали слово. Один из лучших комиксов, который я прочитал в 2021 году, или в 2020 году. Ну, то есть это прям один из самых клевых комиксов. Тоже он такой немножечко детский, но при этом он такой по-хорошему детский, по-хорошему сказочный. Его вместе с амулетом, по-моему, прислали просто так, как-то в бонусом его положили. Крутило, есть ролик на канале. Ну, у этих, по-моему, кстати, двоих, не помню, у амулета есть ролик или нет. Наверное, нет. То, что он ему не совсем нужен. Мы дали слово, точно есть ролик на канале, посмотрите. У Крутил тоже есть ролик на канале, тоже один из самых крутых комиксов. Это, вот ему не хватает размера, то есть если вот посмотреть, видно там, да, что он очень сильно по размеру попадает, а арт там позволяет как бы разглядывать, и он будет красивый, если он будет в каком-то более-менее стандартном размере. Ну уж в размере омнибус, наверное, совсем было бы жалко. Один из самых крутых комиксов, если вы хотите именно поразиться тому, как можно делать комиксы, как работать можно с историей, с нарративом, какие штуки можно в него засовывать, вот тут все это есть. Даже можно, наверное, использовать, ну нет, нельзя, как энциклопедию подглядывать, если вам вдруг не хватает своих каких-то мыслей для творческого процесса. Рэй Брэдбери «Марсианские хроники». Чувак отдавал у нас в городе бесплатно, я подъехал, забрал. Рэй Брэдбери «Марсианские хроники». Кто не читал оригинальную книжку, комикс лучше не читать, потому что он сильно хуже, чем оригинальная книжка. Но оригинальная книжка мне умеренно нравится. Но на самом деле я не прям большой фанат вот космических тоже вот таких идей, поэтому тормознем. Хеллбой, Зов тьмы, номер 8. У меня есть предыдущие 7. А сейчас еще вышел 9, 10 и 11. И это прям беда, потому что, считайте, трешку надо вытащить, вынь да положь. Ну, Хеллбоя прям очень хочется всего собрать. Прям было бы очень здорово. Звездные войны, Дарт Вейдер. Я показывал в одной из распаковок. Тоже сделаю ролик. Главное, наверное, что можно сказать по Звездным войнам, и что касается не только Дарта Вейдера, это все, вот, все, что по ним выходит, это для фанатов Звездных войн. Стороннему человеку там делать, к сожалению, нечего. Очень бы хотелось, но пока не огонь. Хотя у Дарт Вейдер считается, видимо, на фоне всего остального чем-то хорошим. Нас 3. Грант Моррисон, Фрэнк Уайтли. Очень классные тоже комиксы, очень там хорошие издания в книжке. Я читал его на английском, до этого читал в фанатском переводе и не мог понять, то есть чем он так прям хорош, ну, кроме там визуальных каких-то вещей, потому что как история, надо, в общем, делать отдельный ролик и на нем не заострять прям такого сейчас большого внимания. Самое главное, здесь есть допы, где Грант Моррисон рассказывает, собственно, что хотели рассказать, показать, и все вот эти вещи, которые мне помогли лучше понять этот замечательный комикс. Что касается, наверное, самого издания, оно вроде бы не больно частое, потому что в магазинах редко попадается, но на Авито есть постоянно. А мы сейчас, наверное, дальше где-то, да, остановимся, поговорим еще про редкие издания. Черепашки-ниндзя. 3 штуки. Первые, собственно, 3. Одна из, ну, прям я тоже хотел делать, это вот ремейк тех, которые выходили в моем детстве от издательства Махаон, я их читал. Тут сейчас они уже выкладываются там подряд, и все более-менее. Что-нибудь можно сказать? Да они прикольные, тоже детские, но очень дорогие книжки. То есть вот такая ТПБшка стоит дороже, чем, например, вот новая Росомаха, да, который есть тоже ролик, и который не очень хочется сейчас останавливать внимание. Пусть новая Росомаха потолще, пусть она и поменьше как бы ростом
скажем так. И пусть я даже новую Росомаху я брал на распродаже, но она и на старте стоит там дешевле, чем вот черепашки-ниндзя. У этих черепашек есть еще более дорогие издания, тоже как бы доступные и недоступные. И ну, надо прям отдельный ролик делать про черепашек. Они классные, прикольные, но мы о них еще поговорим, потому что будут еще другие. Контракт с Богом. Уилл Эйснер. Контракт с Богом — это очень важная книжка, которую нужно иметь всем, кто себя называет там коллекционером комиксов или что-то такое. Почему? Потому что контракт с Богом вместе например, я просто хотел спрятать эту закладочку. Вместе с Хранителями и Возвращением Темного рыцаря Фрэнка Миллера сделали такое, привели к созданию такого понятия, как графический роман. Я специально купил этот, убрал. Ну и как бы Уилл Эйснер, если кто не знает, есть премия комиксная, названная его именем. Тоже достаточно заслуженный такой автор и писатель. Так что обратите обязательно внимание. Наверное, будет какой-нибудь ролик именно про эту книжку. Сейчас не очень хочется про нее прям много говорить, потому что это серьезное взрослое чтиво в форме комикса. Не супергероика, ближе даже к какой-то социальщине, но не знаю. Мне кажется, у нас точно не найдется, кто будет его читать, к сожалению. Но опять же, Уилл Эйснер, то есть само имя обязательно должно быть у вас на полке. И из-за того, что это был прям один из первых графических романов, благодаря кому появился такой понятие графический роман, то тоже нужно себя иметь как историческая ценность. Омнибус ХК я показывал в одной из распаковок без суперобложки. Суперобложка у меня отдельно отложена, потому что я хотел прочитать его и сделать по нему ролик. Вышел сериал, и там дальше мы еще вернемся к ХК, поговорим, так что не будем сейчас заострять внимание. Удивительный Человек-паук. Заговор клонов. Во-первых, это не Омнибус, у него нет плашечки Омнибус, чтобы вы понимали. Это просто Marvel. Удивительный Человек-паук. Заговор клонов. А у меня есть ролик про него? Напишите, есть у меня ролик про него или нет. И если нужен, то я запишу, потому что это достаточно просто. Человек-паук. Нити паутины также одна из тех книжек, про которую я вот прям могу взять и сразу ролик записать, поэтому она лежит такая отложенная, я с ней не тороплюсь никуда. Но это прям вот разбор каждой истории отдельно, про каждую историю отдельно, как я это делал, например, с Дэдпулом, с Дэдпулом 2, с Дэдпулом 1, с Карнажем. Есть ролики на канале, посмотрите. Не буду сейчас тоже подробно что-то. Совершенный Человек-паук у меня собраны в ТПБшках. Да будет ролик, и там о нем поговорим. Он сам по себе немножко перельется в удивительный Человек-паук. Заговор клонов. Едем так ко второй полке. Нужно вставать, со спиной беда, как обычно. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Это вопрос. Я ждал, что кто-то что-то ответит. Классное, очень классное издание. Это, кстати, карточки которых, наклеечки, которые и карточки из, динозавры, из атаки динозавров. Не помню, я показывал где-то или нет. Куда-то я убрал, видимо, чтобы не потерять карточки с супергероями. Потерял. Я так часто делаю. Прикольное, крутое издание, которое повторяет оригинальное издание. Есть беда, в общем, доставать его оттуда сбоку, поэтому я не буду. Что интересно, я брал его на старте, когда оно вышло, а выходило оно под вот этот фильм Дэни Вильнёва, который оказался, дай бог ему здоровья, и Дэни Вильнёву, и этому фильму. И до этого я то ли послушал аудиокнижку, то ли перечитал оригинальный рассказ, не очень большой. И когда сел за комикс, оказалось, что он просто один в один повторяет рассказ, и я так и не осилил. Но издание очень крутое, и не то чтобы прям часто оно, я так понимаю, встречается.
Провиденс Алан Мур, Неономикон Алан Мур. Это очень такие для меня личные и важные комиксы, про которые нужно прям делать тоже хороший подробный ролик. Мы их делали переводы в сети. Сергей Карпов, спасибо ему большое, тоже мне Неономикон прислал. Изданы у нас ужасно. Это прям боль моя. Когда-нибудь, может быть, они переиздадут это в каком-то человеческом формате. Но я так понимаю, что Фанзон хочет вообще уйти от комиксов. И слава богу, может быть, кто-то другой издаст в нормальном издании, без пропущенных страниц, без перепутанных этих, с лучшим переводом, который может сделать только человек, которого зовут Сергей, фамилию Карпов. В общем, будет ролик про них. Так, давайте быстро по фигуркам пробежимся. Бибоп. Marvel Man из серии этого, как его зовут, забыл, как его зовут, Шугармена. Отместка товарищ Кейбл. Про него есть ролик, посмотрите на канале. Еще один Росомаха, но уже из вселенной Апокалипсиса, из той же самой этой. Джина Грей из той же вселенной Апокалипсиса. Не знаю, напишите, если нужны про них какой-то ролик, какой-то обзор, я сделаю вам. Мимик из... Морф, не Мимик, Морф из той же самой серии. Так, поедем дальше. Тут прям чуть-чуть будет DC-шности. Прям вот она, прям. Вот она DC-шность. Тут она и закончится. Наверное, нужно поменять их местами, чтобы Алан Мур стоял с Аланом Муром. Но я не очень парюсь, ладно. Джон Константин, опасные привычки, Гард Эннис. Гард Эннис, хочется собрать всего Джона Константина, но я, как видите, не спешу, поэтому у меня одна книжка из 3. Мы записывали про нее подкаст, я делал на нее, писал рецензию. Ролик, наверное, будет, если я куплю там, или когда я куплю вторую, там, третью книжку. Джон Константин — это прям дьявол для дьяволов. Очень классный. Гард Эннис, все комиксы очень классные, хотя будет у нас сегодня же будет не самый классный его комикс. Супермен Красный сын. Миллер до того, как в своей такой, перед тем, как он прям разошелся и набрал свою самую мощную форму. То есть это еще, если это еще до DC и до Марвела. Сама история, вот когда-то она была прям, видимо, очень культовая в самом начале там 2000-х, на момент, когда она выходила. А сама история мне не очень нравится, потому что она не так хорошо развивает персонажа, не с лучших углов его показывает. Очень много натянуто, и это просто как кликбейт какой-то, что Супермен коммунист. Вот это прям очень важно. При этом коммунизма тут очень мало, Супермен тут, собственно, обычный. Есть мультфильм тоже хороший, мультфильм смотрите смело. Трансметрополитен 2 том. Есть ролик на канале, посмотрите. Издание Deluxe, крутые издания. У Азбуки все издания крутые, меня прям радуют. Хранители. Издание от Амфора считается... Я брал, когда оно только еще выходило, после фильма. Закатано вот оно с тех пор в пленочку, и пленочка рвется. Сейчас считается такой редкостью, потому что тут смехач вместо комедианта. И Азбука переиздала в крутом издании. Тоже хотелось бы, конечно, крутое издание Хранителей, но пока нет. Наверное, сейчас я остановлюсь, и мы поговорим про какие-то крутые издания и то, что можно считать библиотечной редкостью. Считается библиотечной редкостью у нас ничего. Потому что, как таковой индустрии у нас нет. У нас нету каких-то магазинов, которые бы скупали и перепродавали что-то. То есть, когда нет рынка, когда нет индустрии, нет и фактически, то есть, никакой особой там редкости или чего-то еще такого. Есть либо спрос фанатов, когда фанаты ищут, но на данный момент, насколько я понимаю, во-первых, хранители особо не ищут, а во-вторых, Азбука отлично издает свои. Искать именно это издание тоже ни у кого нет большой, но при этом вы его хрен найдете, если захотите купить. И вот в этом фишка. А иметь два, то есть вот хранители и еще издание Азбуки, здорово, но накладно. К сожалению, ребят, самое главное, что все коллекционеры, которые такие, несколько изданий хранителей я могу себе позволить, они, скорее всего, их позволят себе на английском.
и одно может быть на русском, потому что все читают на английском. Когда доллар был еще подешевле, а рубль был покрепче, а президент был тот же самый, можно было покупать очень много всего. А у людей зарплаты были тоже повыше. И, соответственно, они как бы это сделали. И поэтому у нас нету какого-то такого покупательского спроса, нет особо рыночка, который мог бы покупать. То есть нету ребят, которые бы занимались там перекупками, ну потому что нет спроса. Но издание можно считать библиотечной редкостью, потому что хрен вы его купите, если захотите. Классика «Звездные войны». Взял первый, потому что первый был прям что-то дешевый, рублей за 100 было грех не взять такую там нормальную книжку. Здесь комиксы из 80-х, у них соответствующая визуальная часть, и соответственно, еще и повествовательная. А он пересказывает первый фильм, который на самом деле 4-й. Но за 100 рублей был грех не взять, а так как я православный, я стараюсь не грешить. Так, Земля X, книга первая. Это все пошел черный ашет. Черный ашет у меня собран с 1 по 98 номер. Потом я подумал, что я их докуплю. В какой-то момент, наверное, даже можно было докупить. А сейчас они продаются по 400 рублей. И уже столько всего вышло, что мне не хватает сил, наверное, на все. Про красную, невероятный мститель, красную тень. Красную тень есть есть у нас ролик. И про Говарда Утку. То есть вы вот такого Говарда Утку вообще не купите больше нигде, его никто не издаст. Если у меня тоже есть ТПБшки от Комильфо, то есть в принципе все, где был Говард Утка на русском языке, все с названием там Говард Утка у меня куплено. Если вот задаться какой-то идеей, собрать как коллекционеру, собрать там все комиксы с именем Говарда Утка, как это делается на Западе. И главная прелесть и заслуга черного ашета в том, что они там издают то, что больше на русском языке не будет издаваться. Ник Фьюри, Говард Утка, прям вот куча всего. Куча того, что будет на русском издаваться. Всякие вот эти вот must-have, must-read, которые точно будут выходить. А вот такие вот старые комиксы какие-то, которые, не являются коммерчески успешными, они издаваться не будут. Но беда в том, что ужасный перевод, на котором не стараются, верстка, вы сами все знаете про черный ашет, сказать особо нечего. «Сквозь снег» и «Сквозь снег. Конечная станция» безусловно живая классика. Прям на секундочку я водички попью. Как говорится, трындеть, не мешки ворочать, а пить хочется все равно так же. Живая классика, и что очень важно, комикс, который для нас раскрылся после экранизации, что бывает нечасто. Хотя, может быть, хранители у нас все равно бы и хранители издали даже и без экранизации. Они все равно А вот французские комиксы у нас были на отшибе. Сериал не смотрел и вам не советую. Есть ролики на канале, посмотрите. Вот такой у нас пошел слипкейс от издательства «Параллель». Это не совсем для этих как комиксов. Я тут как раз вложил красную тень Ремендера, которая есть в черном ашоте. Просто для массы. Жизнь, смерть серебряного серфера, Человек-паук Стража, Железный человек неизбежное, Тор и Локи делают уроки. Наверное, давайте по каждому там отдельно. У них немножко разные корешки, потому что у издательства «Параллель» свой взгляд и на то, как это должно выходить. У них какие-то там свои были фазы или что-то еще. «Жизнь и смерть серебряного серфера». Хороший комикс Стэн Ли, Мёбиус. Мёбиус вообще у нас на русском языке его прям очень немножко издано, поэтому он и визуально очень крутой, и сценарно тоже неплохой. И тут дополнение еще идет про смерть серебряного серфера, и это вот как раз довольно слабый комикс. Если вот мёбиусовский серфер, он прям вечный, то про смерть, если вы забыли серебряного серфера, то и забыли. Человек-паук Стража, херовенькая откровенно серия. Эндрюс
у него специфический визуальный стиль и совершенно идиотская манера выстраивать вот серию. Потому что начинается все со старого разочаровавшегося Человека-паука, потом переключается на песочного человека, просто у которого есть, благодаря его лору, есть возможность как бы нагнать драмы во многом на пустом месте. Железный человек неизбежно, в принципе, хорошая серия, в чем-то измазанная. В принципе, хорошая серия, в принципе, да, она даже на уровне, наверное, Экстремиса Уоррена Эллиса. Можно будет какой-то ролик отдельно по ней сделать. В общем, она вполне... У нее немножко такой своеобразный визуальный стиль, но очень много именно таких фишечек, которые Железному человеку свойственны. Ну, или должны быть свойственны как бы в современном мире, в котором забываются. То есть вот эти технологические именно, упор на технологии. Ну, они быстро устаревают, поэтому здесь сейчас уже считается немножко как такое ретро, о котором вспоминает. Можно поговорить про рекламу, что все-таки Уоррен Эллис был круче именно разрекламирована серия, чем это. Но это пусть будет на втором. Тор и Локи, заклятые братья, сама по себе. Во-первых, Эсад Рибич мне очень нравится, как рисовал и как рисует. А во-вторых, сама история, она как именно как история, как такой миф скандинавский, построена по всем вот этим лекалам истории вот этих сказочек. Ну и старые плюс комиксы про Тора и Локи, они тоже достаточно интересные. Одна из бед, на мой взгляд, с параллелями, мы, наверное, поговорим чуть-чуть подальше о них, о параллелях. Одна из бед вот этих всех книжек — это все законченные истории. Они друг друга не перетекают. То есть тот же Человек-паук, когда на момент, когда он выходил, я разговаривал с продавцом у нас в магазине комиксов, тогда, когда он был поближе здесь. Он говорит, вот прям приходили там люди такие, вот привезите нам Стражу, мы прям очень сильно хотим. В результате он ее привез штуки 5 на пробу и не мог их очень долго продать. Потому что оказалось, что она никому не нужна. Почему? Потому что очень много выходит другого Человека-паука, камильфошного, получше, подешевле, посовременней, поинтереснее. И то же самое касается остальных всех книжек. У меня есть еще их издания и про Человека-паука, и про Мстителей, которые Ремендера с Альтроном, вот эта история. Но ну вот когда если ты хочешь взять одну книжку, ты вот одну книжку и берешь. Ну так, ладно. У нас оставлю, сейчас будет еще, мы еще вернемся к ней. Хоукай. У меня это самодельный, такой уникальный самодельный слипкейс. Буду, наверное, его продавать, потому что купил ТПБшку. Хоккай изначально выходил в ТПБ. Я собрал в ТПБ, и когда начали как бы издавать начали Omnibus, я прям такой, не буду покупать Omnibus, потому что у меня есть в ТПБ. То же самое я сделал, кстати, с Сорвиголовой. Сорвиголовой оказался прав, с Хоккаем, наверное, нет. Вообще, наверное, Хоккай, кстати, первый омник, который выходил у Камильфо. Так, Отряд X. Первый, второй, третий тома. Серия достойна отдельного ролика, но не хочется связываться с этим издательством и с людьми, которые там работают, и которые уже издательство вроде бы притормозило или не притормозило. Не знаю, что там происходит у них с издательством, но вроде бы они уже не издают. Я очень надеюсь, что через несколько лет Камильфо будет уже нечего издавать, и они пересдадут их то есть одним большим омнибусом. Они не очень любят, но, наверное, все-таки сделают исключение именно для X-Force. Мне не нравится название Отряд X. А первые две книжки прям must-have, вторая еще и нарисована очень здорово и очень красиво. Ну, то есть прям все бы с ней было бы хорошо, если бы они попали к нормальному издателю. Капитан Америка жив и Капитан Америка Красная угроза. Есть про них ролик на канале.
посмотрите его. Что интересно, возвращаемся к теме изданий, редких изданий, вот которые между ними получается книжка «Смерть Капитана Америки», хрен тоже купишь. Хотя вот эти как раз дешевенькие, и они лежат прям большими тиражами. Поговорим, наверное, попозже тоже про тиражи, но не помню где я хотел на этом остановиться. Ну ладно. Нескрушимый Халк, Агент Щита, Уэйд, Ю. У меня было, по-моему, 3 номера. 2 я сдал и на что-то поменял, а 1 оставил, потому что мне нравится рисунок Фрэнсиса Ю. Как это часто бывает, на первые пригласили хорошего художника, а дальше все пошло как пошло. И все стало не очень здорово. Но сама по себе серия тоже достаточно такая слабенькая. Будем откровенны. Это прям такие комиксы, немножко глуповатые. А дальше еще и с рисунком похуже. Поэтому только 1 номер. Тор, бог грома Джейсона Аарона. С него начался поход Джейсона Аарона по богу грома. Он есть тоже от того же издательства, что и Отряд X. И в ТПБшках их не берите, берите такую большую хорошую книжку. Сама по себе серия, хоть и делится там внутри можно поделить там на 3 части условно. Ну, то есть первый там 10 или 12 номеров как раз с богом бомбой и черным мечом. Ну и потом вот эти «Война миров», как что зарождалось. Как я уже говорил в ролике про браторов Джейсона Аарона, а дальше вот как раз пойдет Тор, богиня грома, есть ролик. Ай-яй-яй. Кто держит молот? Недостойный Тор. Могучий гром в ее венах, могучий Тор. Повелители Мидгарда. Кстати, так, давайте посмотрим на корешки. Вот они были красненькие, стали вдруг беленькие. Прямо первый был том Джейсона Аарона, стал потом белый. Недостойный Тор, понятно, что его не стали там синим выкрашивать, хотя могли бы, ничего бы не поменялось. Самое главное, да, беленький стал. Вот эти все комиксы часто продаются на распродажах за прям недорого. Продолжения же на распродажах не продаются. Их нужно покупать по полной стоимости. Тоже мы сейчас поговорим о том, что это библиотечные редкости, соответственно, потому что купить дешевенькие могут все и потом пытаться перепродать, а продолжение уже нужно прям как бы это покупать. И как бы не получится. Но я думаю, будет какое-нибудь переиздание. Ну ладно, я часто думаю, что будет какое-нибудь переиздание и не покупаю, а потом оказывается, что нужно было покупать. Так, Веном Донни Кейтс. Как я говорил, Кейтс, есть ролик, посмотрите. Донни Кейтс, как я говорил, это прям звезда современная комиксов Marvel. Рождение Коста — это как раз том, который можно читать, ну или это не прям нужно, но то есть можно читать перед Веномом Кейтса, где где Коста как автор расчищает такое поле для игры Донни Кейтса, плюс в этом же, а есть же, по-моему, у меня ролик на канале, посмотрите, если нету, напишите. Но вообще вот кто-то у меня просил в комментариях сделать что там читать по Веному, и я думал там об этом рассказать. Тут есть и комиксы Микелани про Венома, Человека-паука и Карнажа. Я, по-моему, это говорил в ролике. Не буду еще раз тогда останавливаться, но это, короче, такой достаточно спорный, ну, не совсем спорный с нашей точки зрения, на тот момент достаточно спорный. Веномизация, Калин Бан. Если шли мимо этого ролика, если шли мимо этого комикса, идите мимо. Ролик я по нему делать, наверное, вряд ли буду, скорее просто упомяну его, когда буду говорить про Венома в целом. Из чего-то интересного, только первый и последний комикс читайте, как во всех сериях Калина Бана. И все. В остальном дурацкие клиффхенгеры, которые никуда не ведут, ни зачем не нужны.
Ну и куча персонажей заражается как бы Веномом. Вот вы на это должны как бы смотреть и этим завлекать. Дурацкая серия. Хочу отметить, что вот здесь все идет от Фанзон, если не ошибаюсь, издательство. Только Веном от Камильфо, но как он тоже здесь хорошо смотрится. Я в ролике говорил, что почему-то они увеличили размер по сравнению с своими стандартными книжками. Вот почему. Здорово, приятно, молодцы, любим, но не очень сильно. Очень крутое издание «Поразительный Человек-паук и Росомаха» от Параллель комиксов, от Параллель комикс издательства. И про него тоже есть ролик, посмотрите. Издание очень крутое, очень кайфовое. Эта серия сейчас уже анонсирована, будет издана во втором томе Росомахи Джейсона Аарона вместе с Изломом, который, кстати, издавался в черном ашете. И я думаю, что его нигде особо не будут больше издавать. Но здорово, что как бы издали. Серия классная. Давайте, наверное, поговорим про параллели, потому что больше к ним навряд ли вернемся. Спрашивают, что там с издательством сейчас. Вот прямо сейчас, если вот вы смотрите ролик. В Москве анонсировали какую-то движуху с Москонцерт и вот издательством Параллель. Не издательством, там компания Параллель. И они делают какой-то комиксный, там, то ли фестиваль, то ли, ну, в общем, какой-то движняк такой московский. Ну, то есть, не прямо, ну, как говорят в интернетах, осваивают бюджеты. Поэтому, видимо, они отошли от издательской деятельности. Но есть вообще вопросы к ним, как к издательским. То есть это очень крутое издание для не совсем понятно для кого. К чему мы возвращаемся? Коллекционеры, которые собирают комиксы, скорее всего, между вот таким изданием и изданием там «Омнибус» Джейсона Аарона, где есть этот комикс, скорее всего, выберут «Омнибус» Джейсона Аарона. Тем более, ну, хотя цена там будет, да, по разнице. Но если бы издали этот комикс как обычный ТПБ, я думаю, у них продажи были бы получше. Потому что, ну, это очень дорогое, крутое издание. Рассчитанное на коллекционеров. А коллекционеры собирают на английском, потому что, ну, на английском имеет хоть какую-то мировую ценность. Русский комикс ты никуда, кроме России, не продашь. А если падает покупательская способность в России, то это просто, ну, все превращается, соответственно, в макулатуру. Продать все это будет достаточно сложно. Найдутся люди, которые это купят, но либо купят сильно дешевле, чем ты покупал, и тебе хотелось бы, а вот как бы иностранные комиксы хотя бы есть какая-то надежда и мечта, что ты продашь, ну, либо такому же коллекционеру, если тебе придется, либо продашь на eBay. Хотя там тоже есть вопросы. И издательство «Параллель» выбрало для себя не самую, на мой взгляд, лучшую манеру поведения, манеру распространения в первую очередь, потому что они стали распространять свои комиксы сами. И продавать они их пытались тоже сами. И даже в какой-то момент мы с ними вот там переписывались с каким-то товарищем, который такой: вот, а у вас, вы покупаете там другие наши комиксы? Я говорю: ну вот да, у меня есть еще там другие комиксы. Давайте я вам типа сделаю там 10% скидку, вы у нас еще там докупите какие-то комиксы там, ну, вот до серии у них как раз было типа для слепкейса. Говорю, ну, 10% скидка, конечно, очень здорово, но мне дешевле взять в Лабиринте, потому что там они будут... то, что я сэкономлю 500 рублей на доставке, там даже 600 рублей, а это, соответственно, не 10%. Или даже мне было дешевле брать не в Лабиринте, потому что не помню, они были в Лабиринте тогда или нет, ну или были там, появлялись где-то в Лабиринте, в моем местном магазине комиксов, потому что, опять же, на доставке, то есть я экономил. И вот такая вот беда была во всем. Они отказались от какого-то мощного оптовика, который раздавал эти комиксы, ну, и рассылал всем, ради того, чтобы сами рассылать. А как бы магазинчики-то не больно много их покупают. И тут же мы переходим к вопросу о том, что это законченные серии. Это все законченные серии, и они друг друга не перетекают. Вы можете взять отдельную книжку каждую, и с ней будет все хорошо. Нету как бы нужды собирать прям что-то. Ну, то есть про Железного Человека, допустим, условно вы будете собирать все про Железного Человека, и тогда возьмете ровно одну книжку от них.
там про серебряного серфера, даже учитывая то, что у меня есть тоже камильфошные ТПБшки, вот вроде бы я все собрал, да, про серебряного серфера, но сейчас к нему перейдем, потому что он вот в золотой коллекции. Посмотрите, как у них красиво смотрится. Вот, а у параллелей они друг друга не перетекают, и, ну, мы, наверное, поделим просто напополам. Они не перетекают друг друга, между собой не связаны, и никак их брать как бы, ну, особо смысла нет. Почему я об этом говорил? Золотая коллекция Marvel, серебряный серфер Тьма, есть ролик на канале. Посмотрите, Marvel номер 1000, сейчас это у них уже какой идет тираж, не знаю, второй, может быть. Ну, в общем, хорошо он раскупается. У него на старте было 3 обложки, сейчас еще 4 с новым издательством, с новым тиражом. То же самое. Вроде бы комиксы между собой не связаны, истории как бы в каждом книжке закончены, но у них очень красиво смотрятся между собой корешки. Ну и там действительно прям такие очень классные сюжеты будут собраны в итоге. Еще что-то планирую брать. Ну, Старика Логана мне очень хочется брать из этого. Да, в принципе, там все прям классные, все классные идеи, все классные комиксы, которые там выходят. Все хочется собирать. Нет возможности. По цене они тоже стали прям очень дорогие. Но сейчас, ладно, все очень дорого. Так, у нас есть Rocksteady. Давай, братиш. Сорви голова. Сейчас сделаем паузу. Вот такой вот это мой шкаф. Получился длинные ролики 2. Это новый шкаф. Есть еще шкаф старый, он в другом месте, на другой квартире. Но это практически все ролики, практически все книжки в ролике вы уже видели. Есть почти у всех есть обзоры. Если какие-то хотели бы посмотреть специально, напишите об этом тоже. Лайк поставьте, подписывайтесь. Это важно, это помогает каналу продвигаться. Ну и спасибо вам за просмотр.